Слоны рожают. А затем медики понимают, что это не младенцы, каждое новое рождение слона. Повод для празднования, учитывая статус вида. Слоны вымирают рекордными темпами из-за браконьерства за слоновой костью, но одна самка слона из заповедника Монгола в Южной Африке делает больше, чем следовало бы, чтобы увеличить популяцию вида, родив необычную пару близнецов. Представитель заповедника Донован Лой сказал по телефону, что двое новорожденных, о которых впервые сообщили на прошлой неделе, кажутся здоровыми в компании своей 33-летней матери по имени Курф. Реакция была фантастической, утверждает Лой. Все настроены очень позитивно, и им уделяется довольно много внимания. В Южной Африке считается, что частота рождения близнецов у слонов крайне редка. Согласно исследованиям, это происходит в 0,5% случаев. Доктор Джонатан Перрис, специалист по слонам, работавший в национальном парке Крюгер в Южной Африке, заявил в пресс-релизе, хотя в национальном парке Крюгер зарегистрированы некоторые случаи близнецов, при исследовании репродуктивных трактов более 1200 взрослых самок, забитых в национальном парке Крюгер во время операций по контролю численности популяции, не было обнаружено ни одного случая близнецов. Считается, что уровень смертности слоновьих близнецов высок, говорит Перрис, поскольку детенышам часто приходится конкурировать за молоко матери. Тем не менее, Лой утверждает, что новорожденные кажутся хорошо упитанными, и их не видели дерущимися друг с другом. Как отмечается на веб-сайте Национального парка Крюгер, когда слоны рождаются близнецами, другие самки из стада берут на себя заботу о кормлении, чтобы облегчить нагрузку на родителей. Лой оптимистично смотрит на будущие близнецов, которых здесь видно взаимодействующими со своим стадом возле водопоя в 180:00, окровом заповеднике. Это был трогательный момент. Ханна когда-то была детенышем-сиротой в приюте Диего Шелдрика в Кении, но прожила свою взрослую жизнь на воле успешно. 23 декабря 2014 года произошло нечто поистине чудесное, никем не спровоцированное. Ханна вернулась в приют, чтобы родить детеныша в компании опекунов, которые были ключевыми в ее воспитании. За годы ухода опекуны были в восторге и изумлены решением Ханны разделить с ними этот интимный момент, который так редко видят люди. Ханна знала из первых рук, что эти опекуны обезопасят ее и ее детеныша от хищников. Через секунду после родов счастливое стадо бывших сирот собралось вокруг, с нетерпением ожидая, чтобы помочь поставить на ноги их драгоценного детеныша, именно Мрю. Используя свои хоботы, они аккуратно подняли ее. Мария осталась сиротой-детенышем после падения в яму уборной в 1993 году. Хотя ее семья была отнята у нее в раннем возрасте, она теперь имеет 2 дочерей. Мария стала младшей сестрой Евы, родившейся в 2008 году. Она прибыла в реабилитационный центр фонда, чтобы начать свое путешествие обратно в дикую природу, и со временем стала сильным матриархом в дикой слоновьей общине, ведя и направляя более младших сирот, которые были частью ее сиротского стада. Рождение Марии привело остальных слонов-сирот в эфирию. Нет ничего, чтобы они любили больше, чем детенышей, и теперь у них есть еще один, которого они могут назвать своим. Удивительно видеть, как другие слоны собираются вокруг Ханны, чтобы выразить свою поддержку этой матери и отпраздновать прибытие новорожденного. Еще одно чудо произошло. Слонов знают за их долгую память, но теперь они будут известны и своими долгими беременностями. Страдающая азиатская слониха Айза вынашивала своего детеныша 700 дней, на 84 дня дольше среднего, и, наконец, родила в зоопарке Бетфорд в прошлый вторник. Считается, что это самая длительная беременность, когда-либо зарегистрированная в британском зоопарке, почти на 2 месяца дольше нормального срока беременности в 22 месяца. Детеныш весом всего 104 килограмма при рождении, самый маленький в истории зоопарка Винснейт.
Смотрители были так обеспокоены крошечными размерами новорожденного, пока безымянного, что думали, что он не сможет достать материнское молоко. Но умный детеныш, третий ребенок Айзе, вскоре решил эту проблему, научившись вставать на цыпочки. Лестимбрук, смотритель слонов, утверждает, Айза быстро привязалась к нему, и остальная часть стада в восторге от того, чтобы находиться рядом с малышом и касаться его. Слоны, социальные животные и присоединение молодняка к стаду – это то, что является жизнью слона. Детеныш уже выходит из вольера со всем стадом, и посетители прибывают толпами, чтобы увидеть, как он играет со своими братьями и сестрами, и сосед-мать, которая не скоро забудет долгую беременность. Это было невероятное зрелище. Одного слона засняли рожающим на воле в Южной Африке в потрясающе редком виде. Видео, снятое Адамом и опубликованное в Фейсбуке «Шос Фрикронационалс», показывает беременную слониху, рожающую своего детеныша в окружении стада. Потрясающее наблюдение за рожающей слонихой. Сегодня утром у нас была привилегия стать свидетелями родов и взаимодействия с остальной частью стада примерно из 60 слонов, а также электрического напряжения, созданного их ревом и урчанием в животах, зрелище, доступное раз в жизни. Написал Адам в подписи к видео, опубликованному на странице Raur Wildlife News в Facebook. Слоны – очень социальные животные, поэтому рождение, особые случаи, часто другие члены стада участвуют в уходе и выращивании детенышей помимо матери. Диего, директор полевых операций благотворительной организации по сохранению слонов Сове Зейлфанс, заявил на Зуик, что эти кадры замечательны и редки. Хотя рождения слонов случаются часто, наблюдать одно в дикой природе – особое событие. Это связано с тем, что большинство слонов рождают ночью, и роды проходят невероятно быстро, обычно длятся всего несколько минут, говорит Диего. Диего утверждает, что слоны, как и люди, испытывают целый спектр эмоций. На видео видно, как остальные члены семьи трубят в знак празднования и пытаются дотронуться до новорожденного, а защищающая мать, находясь в стрессе, качает головой, разбрасывает пыль и роет землю, возможно, в попытке защитить своего детеныша от того, чтобы его не затоптали в возбуждении. Когда детеныш рождается, мать, кажется, мягко толкает его ногой, чтобы убедиться, что он жив. Слышно, как остальные слоны трубят сразу после родов. Мать касается детеныша хоботом, когда он начинает шевелиться под плодным мешком. Детеныш шевелит ногами под мешком. Мать начинает осыпать детеныша пылью, а другие члены стада собираются вокруг. Совет Зейлфунс наблюдали слонов в национальном резервате Самбуру на севере Кении. Наши исследователи также видели такое же возбужденное поведение слонов во время встреч и семейных воссоединений, объясняет Байни. В 2009 году член публики снял на видео, как Аннабель из королевских слонов рожала детеныша, которого позже назвали Тато. Конечно, это был прекрасный и запоминающийся опыт, который он никогда не забудет. В одном случае новорожденного слоненка затоптала до смерти собственная мать вскоре после родов. Впервые став матерью, слониха по кличке Биби затоптала своего новорожденного детеныша в зоопарке Хайли, Германия, прежде чем смотрители успели вмешаться. Биби запаниковала после родов и начала жестокое нападение, затопталов и отбросив тельце хоботом. Смотрители не ожидали проблем, поскольку Биби была опытной матерью, и этот детеныш был ее третьим. Они и любители животных по всей Германии с нетерпением ждали рождения нового детеныша. В зоопарке живут 4 слонихи и 1 слон-самец. Их вольер площадью 3000 квадратных метров с плавательным бассейном для африканских слонов Баву, Матуфу, Таны, Биби и Кафани. Этот ужасающий инцидент отдает эхом другому подобному случаю, произошедшему в Китае на прошлой неделе, когда смотрителям зоопарка пришлось вмешаться после того, как слониха попыталась затоптать своего детеныша вскоре после родов.
Слониха начала топтать детеныша почти сразу после родов в китайском зоопарке 30 августа. Сначала смотрители подумали, что это был несчастный случай. Забрали детеныша, чтобы перевязать раны, и вернули его матери через 2 часа. Но она снова начала топтать его. Смотрители отогнали ее и забрали маленького слоненка. Отвергнутый детеныш плакал в течение 5 часов, пока персонал Шиндунского дикого заповедника животных в провинции Шэньси пытался утешить его. Отвержение при рождении вызывает у слонов крайний психологический стресс. Заповедники диких животных заявляют, что для слонов крайне важно быть частью семейной группы, и им необходимы уединение, компания и утешение, чтобы оставаться стабильными. Психологический стресс может спровоцировать потенциально смертельные проблемы, такие как диарея у новорожденных слонят, которые очень хрупкие в период зависимости от молока. Они обеспечивают, что слоны чувствительны и нуждаются в приемной человеческой семье, которая будет заботиться о них и уделять внимание 24 часа в сутки. Обычно слонов-сирот возвращают в дикую природу, когда они вырастают и считаются готовыми успешно влиться в дикое стадо. Плачущий слоненок, которого жестоко отвергла мать, растрогал миллионы людей, видевших его страдания на виде. Теперь его развитие идет надлежащим образом, и его усыновил один из смотрителей. Слоны – животные жертвы, поэтому выживание новорожденных зависит от того, как быстро они смогут самостоятельно передвигаться. Поэтому мать вынашивает плод до тех пор, пока он не будет достаточно развит, чтобы использовать свои чувства и ноги, чтобы определять хищников и убегать при необходимости. По этой причине многие крупные животные жертвы имеют длительный период беременности. Более мелкие жертвы могут строить гнездо или рыть нору, чтобы их детеныши продолжали развиваться. У хищников противоположная проблема, поскольку им нужно бороться, чтобы убивать свою добычу. Их беременность была бы под угрозой, если бы они получили травму во время охоты. Даже один удар ногой в живот мог бы прервать беременность слишком рано. Поэтому у большинства хищников короткая беременность, и их детеныши обычно рождаются слепыми, мертвыми и неспособными много передвигаться. Даже у людей более короткий период беременности по сравнению со средним, поскольку новорожденный ребенок не может ходить. Детеныши шимпанзе и гориллы более развиты после рождения, чем человеческие дети. Это также связано с необходимостью для матери как можно скорее избавиться от лишнего веса, поскольку ее среда обитания вынуждает ее быть активной. Взрослая самка слона не имеет хищников, кроме людей, охотящихся на них, поэтому период беременности может быть длительным. Размер имеет меньшее значение, так как слоны беременны почти 24 месяца, в то время как более крупные кашалоты имеют беременность всего 19 месяцев. Тем не менее, киты крупнее слонов, но плавать легче, чем ходить. Поэтому детенышу кита не нужно развиваться так сильно, как слоненку. Все зависит от того, сколько времени может позволить себе данный вид, вынашивая детенышей внутри. На слонов не охотятся, поэтому их срок беременности может быть длинным, так что детеныш рождается более развитым. Существует множество сказок и легенд о слонах, как древних, так и современных, на многих разных языках и среди очень разных культур. Наиболее примечательно в этих историях то, что они обычно не повествуют об их невероятных размерах и силе, потому что это очевидно. То, о чем все они с энтузиазмом рассказывают, это большой ум, потрясающая память и сложная натура этих добрых гигантов.